Здравствуйте, господа. Начинаем сегодняшний вебинар «Задай вопрос по здоровью» Андрею Дуйко. Вебинар 30 июля 2024 года. Прямо сейчас я вижу ваши вопросы, вы их публикуете. Я с удовольствием постараюсь на эти вопросы ответить. Итак, Яна Ятканян. Яцканич. Коліна болять, що робити? Щиро дякую наперед, шановний Андрій Андрійович. Яцканич Ганна. Ганна, я хочу вам сказати, запропонувати таку, мабуть, стратегію. Дивіться, що потрібно знати у людини, у якій починають боліти коліна. Вона повинна знати, що це взагалі пов'язано, як правило, з нирками. Я зараз перейду на русский язык, так что извиняюсь. Это, как правило, связано с почками, и это, как правило, связано с разными моментами, которые приводят к тому, что увеличивается количество белков в крови, появляются остеофиты, увеличивается количество минеральных веществ, появляется количество кальциево-фосфорных соединений, появляются оксалаты и так далее. Что необходимо знать? Первое, необходимо знать, что в большинстве своем колени начинают болеть не в коленях. В большинстве своем колени начинают болеть из-за чего? Почек. А почки почему начинают болеть? Почки начинают болеть из-за чего? Почки начинают болеть из-за питания, в котором не хватает или в котором есть что-то, что приводит к появлению или увеличению нагрузки на почки. Очень часто нагрузка на почки происходит в тот момент, когда кишечник не справляется с выведением, допустим, оксалатов. Всем известно, что оксалаты выводятся почками на 60%, а остальные 40% должны выводиться при помощи желудочно-кишечного тракта. И на сегодняшний день есть большое количество публикаций в интернете и научных статей, которые утверждают, что в случае, если у человека происходит нарушение и происходит заболевание ЖКТ, у этого человека, как правило, развивается мочекаменная болезнь. При мочекаменной болезни, даже в случае, если мочекаменная болезнь не развивается, то происходит увеличение количества оксалатов, появляется увеличение количества натрия, появляются азотные соединения, которые не успевают выводиться при помощи кишечника. Это все влияет на наши почки, ухудшает общее состояние. На сегодняшний день можно сказать, что 50% формирования атеросклероза, 50% формирования заболеваний мочекаменной болезни почек, заболевания артрозов, тазобедренных суставов, коленных, голеностопа, локтевого и так далее, кистей. При заболеваниях листоза или появлении грыжи шморля, или при появлении каких-либо заболеваний, которые связаны с опорно-двигательным аппаратом. Большинство, как ни странно, первопричины ведут к нашему желудочно-кишечному тракту. Сразу же хочется сказать, так что делать? Сразу же я бы хотел сказать, чего не нужно делать. Первое, что нужно делать? Ограничение употребления белковой пищи. То есть максимально переходите на вегетарианскую пищу раз. Это так важно, вы даже не представляете. Вы не сможете никогда вылечить колени от артроза, и никогда не сможете, ну сможете, конечно, но будет сложнее, если вы будете употреблять мясную пищу. Второе, крахмалы. К крахмалам относятся белый хлеб, чипсы, пищевые усилители вкуса, а также сорбенты, даже не сорбенты, а, наверное, глютаматы, а также вещества, усиливающие вкус, красители, которые находятся в продуктах питания, очень соленая пища, копчености, натуральные колбасы, вареная колбаса, копченая, соленая рыба и так далее. Это все необходимо отменять. И второе, восстанавливать свой желудочно-кишечный тракт. Каким образом? Мое мнение такое, как бы человек не восстанавливал свой желудочно-кишечный тракт, он однозначно и на 100% у него ничего не получится. Почему? Потому что восстановление желудочно-кишечного тракта должно происходить за счет самого желудочно-кишечного тракта.
Таким образом, поддержка и восстановление желудочно-кишечного тракта является основой для его восстановления. Как мы делаем? Мы вводим дополнительные компоненты желудочно-кишечного тракта, которые могут являться искусственно выращенными, ну, допустим, бифидобактериями, лактобактериями. Это не всегда имеет хороший эффект, и, как правило, это не улучшает общее состояние и фактически является немного даже самообманом и самоутешением. При этом инфицирование и микозами, антибиотическими структурами, и токсическое отравление нитратами, токсическое отравление сорбатами и отравление калиево-фосфорными веществами, которые широко применяются сейчас в виде калийных удобрений, калиево-натриевые удобрения, нитраты натриевые удобрения и так далее. Всевозможные фосфаты. Это все, попадая в желудочно-кишечный тракт, в наши отделы ЖКТ, приводят к тому, что бином нашего желудочно-кишечного тракта перестает функционировать. Какая основная функция, помимо употребления и усвоения пищи нашего желудочно-кишечного тракта? Это первое, минеральный баланс. И второе, это водно-солевой минерально-водно-солевой баланс. То есть это основа нашего желудочно-кишечного тракта. В случае, если у человека очень часто появляется диарея и у него синдром раздраженного кишечника, то есть человек очень часто по-большому ходит или посещает туалет, то у этого человека формируется уменьшение употребления жидкости и появляется ожирение. И в этот момент люди обычно начинают говорить, как это у человека, который употребляет меньше воды или организм его выводит больше воды, чем у обычного человека, может появляться жировое отложение. Это связано с тем, что наш жир является нашей эндогенной водой. То есть в случае, если у человека не хватает воды, то появляется жировая ткань, которая фактически является тем запасом неприкосновенным, который должен у человека находиться. Поэтому очень часто в момент ожирения или когда человек начинает увеличивать или в человеческом организме появляются слои ожирения, это говорит прежде всего не на то, что вы объедаетесь или как-то неправильно себя чувствуете. Это говорит, как правило, и показывает то, что у вас не усваивается жидкость в вашем организме и нарушен водно-минеральный баланс усвоения воды. И таким образом можно сказать, что у человека с диареей в дальнейшем появляется увеличенное количество жировой прослойки. Неважно, каким образом она формируется, то есть за счет гликогирования гемоглобина или за счет глюкозы или за счет употребления жиров, это не имеет совершенно никакого значения. Самое важное в этом всем это жидкость или по-другому это вода и усвоение воды. В случае, если есть синдром раздраженного кишечника, нарушается выведение оксалатов, происходит вторичная нагрузка на почки. Это влияет на то, что у человека появляются остеофиты, появляются кальциево-фосфорные или любые другие минеральные соединения, которые не могут выводиться с помощью почек. У почек происходит нагрузка, появляется в дальнейшем формирование атеросклероза, появляется или нарушается липидный обмен общий, и в общем-то появляется общая такая глобальная нагрузка на весь организм, на весь человеческий организм. Конечно, о причинах или о клинической картине развития даже не заболевания, таких процессов можно говорить очень долго, и могу сказать, что в большинстве своем у людей, у которых есть проблемы с ожирением, у людей, у которых есть проблемы с эндокринологией, проблемы с, допустим, щитовидной железой, аутоиммунные заболевания, есть прежде всего заболевания или прежде всего проблемы, связанные с желудочно-кишечным трактом. Тут такой вопрос, если я перехожу на диету и начинаю или избегаю употребления мяса, то и белковой пищи, в общем-то, то может ли это мне помочь? Без влияния на желудочно-кишечный тракт, без восстановления его бинома, без восстановления его микробиота бесполезно что-либо делать, но начиная с восстановления микробиота,
можно привести фактически человека к здоровью в очень короткий период времени. И тут такой вопрос, тогда какие бифидобактерии принимать? Мой ответ такой, принимать бифидобактерии не следует. Почему? Принимать следует сорбенты. Оказывается, в случае, если принимать сорбенты, а сорбенты моей компании это прежде всего сорбент, который называется Xylox, принимая по 2 таблетки 3 раза в день или по 2 таблетки 4 раза в день, в случае, если диарея, еще дополнительно используя препарат, который называется пепсин по 2 таблетки 3 раза в день, вы на протяжении 1 месяца можете убедиться сами и в дальнейшем мне сказать спасибо, избавитесь от мочекаменной болезни. Смотрите, другой вариант. Вы избегаете употребления соли, используете препараты, допустим, колхицин или аллопуринол, и у вас улучшается состояние, уменьшается количество оксалатов и так далее. Но после определенного лечения, спустя какой-то период времени, у вас вновь появляется мочекаменное заболевание, и вы в дальнейшем вновь начинаете болеть этой болезнью. Существует ли это в нашей клинической медицине? Несомненно. На сегодняшний день любой нефролог вам может сказать, что, как правило, несмотря на клиническую картину и несмотря на анамнез человека, в большинстве своем при лечении традиционными способами данного заболевания или заболевания, там, мочекаменная болезнь почек, в дальнейшем появляется мочекаменная болезнь, и данная проблема, как правило, никаким образом не решается. При этом несоблюдение диеты, исключение из пищи каких-либо продуктов питания, как показала практика, ни к чему хорошему не приводит и ничего особого не делает. И здесь вот такой клинический пример. Обратился ко мне пациент в возрасте 51 года, который постоянно имеет ряд заболеваний, которые связаны с почками. Также в ходе болезни нефроз почки у него в дальнейшем была мумификация, потому что была тромботизация одной из почек с правой стороны, после чего почка была удалена. Спустя время вторая почка имела проблемы, потому что началась мочекаменная болезнь, и многократно извлекались конкременты из почки, и через 4-5 месяцев вновь появлялись камни. Это происходило не единократно или не единоразово. При этом пациент очень активно, постоянно занимаясь своим здоровьем, использовал препараты, назначаемые нефрологом, также вел очень здоровый образ жизни, перешел на диету, которая связана с ограничением белков, и проблема почки была не решена. Также многократно лечился в Трусковце, многократно лечился в Схиднете, принимал воду Нафтуся, также принимал по совету врача сульфатные воды, все-таки карбоновые воды и щелочную воду, и улучшений не было. Дошло до диализа, и, в общем-то, состояние данного пациента было критическим. Он обратился ко мне, сам он находится в Трусковце, и обратился ко мне. Точно так же, как вам. Я ему объяснил, что основная его проблема, она заключается, скорее всего, не в том, что он ведет неправильный образ жизни, или имеет в рационе питания запрещенные продукты, или получает неправильное лечение. Во время разговора с ним я заметил, что у него есть избыточный вес. Также я заметил, что у него такой достаточно ярко выраженный отек, но это понятно, одна почка практически не работает. И я ему сказал: у вас есть синдром раздраженного кишечника? Он говорит: нет, у меня синдрома раздраженного кишечника нет, я один раз утром хожу в туалет. Но это я ему говорю, как это выглядит? Он говорит: я просыпаюсь утром, у меня очень вздувает забрюшинное пространство, я иду в туалет, и у меня такое ощущение, как будто взрыв. То есть у меня жидкий стул, и происходит взрыв прямо такой, и мне сразу же становится очень легко, и это у меня происходит один раз в день.
Я ему объяснил, что стул не сформирован, также есть проблемы, связанные с дефекацией, и то, что с ним происходит, тоже является проблемой и синдромом, в том числе синдромом раздраженного кишечника, и говорит о том, что у него есть с этим проблемы. По моей рекомендации, препарат Xylox он принимал по 2 таблетки 4 раза в день, препарат Pepsin принимал по 2 таблетки 3 раза в день. Также он принимал препарат, который называется Deposalt моей компании, и препарат, который называется Манкулит. Манкулит — это препарат с калием. Deposalt — это препарат, который может помочь быстрее убрать минеральные соединения. Также обязательно необходимо принимать препарат, который называется гиалуроновая кислота. Гиалуроновую кислоту он принимал месяц, препарат Манкулит и Deposalt принимал месяц, препарат Xylox сорбент вместе с сорбентом антитокс он принимал на протяжении нескольких месяцев. Радости не было предела, когда вот несколько дней назад мы с ним встретились по его просьбе в Сходнете, это апарт-отель, я там находился, у меня деловая встреча была, и этот человек специально приехал из Черновцов и говорит мне: Андрей Андреевич, прямо сейчас я сделал исследование, мне провели исследование оставшейся моей УЗИ почки и сказали, что в моих почках, в моей почке совершенно нет новообразований. То есть нет ни песка, ни камней, ничего нет. И говорит: Андрей Андреевич, низкий поклон, могу ли я переходить вновь к мясной пище, употреблять там алкоголь и так далее. Ну, конечно, нет, ему придется соблюдать рацион питания такой, наверное, пожизненно, максимально уменьшая количество употребления белков, поддерживая свой организм и восстанавливая прежде всего микробином, микробиотику желудочно-кишечного тракта. Как это работает? Сорбенты могут убрать избыток токсических веществ, которые могут накапливаться в ворсинках желудка. Почему пепсин? Пепсин участвует в формировании кисломолочных бактерий, сбраживая кисломолочные бактерии, приводя к появлению своих персональных бактерий. И это важно. На сегодняшний день есть ряд исследований, которые прямо утверждают, что одна из проблем появления заболевания, неспецифический язвенный колит, связана как раз с тем, что у людей, которые болеют этим заболеванием, не вырабатывается или по каким-то причинам нейтрализуется действие пепсина, который должен вырабатывать поджелудочная железа и слизистая оболочка желудка. Вот и все, и конец. То есть теперь ответ на вопрос: у вас болят колени, с чем это связано? Это прежде всего связано с микробиотом вашего желудочно-кишечного тракта. И тут второе: так что же мне делать? Отвечаю: принимайте препарат, который называется в моей компании Xylox сорбент. 2 таблетки 3 или даже 4 раза в день. Если у вас запор, принимайте дополнительно чай, который называется чаем Франгул. Пейте чай Франгул, запоров никогда не будет. Пейте 6 месяцев, после этого на 10 лет, там, я не знаю, может быть на дольше, забудете о том, что у вас когда-либо были запоры. В чае Франгул нет сены, поэтому этот чай совершенно безопасен для человека, он очень улучшает общее самочувствие. Также по поводу воды, раз я уже заговорил, вы должны знать: в случае, если у вас запоры, вам необходимо принимать воду минеральную, которая сульфатная. В случае, если у вас диарея и синдром раздраженного кишечника, то вам необходимо принимать воду карбоновую. Таким образом, вы можете сориентироваться, не зная, какую воду пить. К карбоновым водам относится Поляна, Квасова, к сульфатным Миргородская. То есть вот теперь вы знаете: если у вас запоры, пейте Миргородскую. Если у вас диарея и синдром раздраженного кишечника, пейте Поляну, Квасову. И, конечно же, восстанавливая сорбентами и
Восстанавливая сорбентом ксилокс желудочно-кишечный тракт, вы автоматически восстанавливаете функцию почек, улучшая общее состояние и так далее. Вот таким образом и суставы можно полечить. Чем натирать суставы? В случае, если боль от сустава горячая, это может говорить о том, что сустав воспалился, и он воспалился на фоне, допустим, артрита. Прогревание при артрите может помочь. В случае, если сустав болит и сзади болит, то это более связано с сосудами, которые находятся. В случае, и это может сформировать болезнь киста Бейкера. В случае, если сустав не горячий, но ощущение распирания и такой боли в ночное время особенно болит, особенно при любом движении. При артрите болит в одной точке, а при подагре болит обширно. При этом вся нога отекает и опухает, и левая, и правая нога, и ноги такие, как колодки становятся. То это, скорее всего, подагрическая боль. Почему я сказал, необходимо принимать препараты гиалуроновой кислоты? Попалась недавно очень интересная статья. Эта статья такая, она, мне кажется, должна создать революцию или будет, скорее всего, революционной. Статья французского физиолога. Я не могу вспомнить фамилию, я не готовился. В этой статье обсуждается такой вопрос, который очень беспокоит. Вы знаете, в большинстве своем на сегодняшний день широко в ходе соблюдения лечебных протоколов различных заболеваний, особенно в случае, если есть аутоиммунные заболевания, очень широко используются, ну и не только, широко используются глюкокортикостероиды. То есть используются препараты, такие как, допустим, мидрол или преднизолон. И они проводили исследования, какие у него были идеи. Он подумал, могут ли препараты глюкокортикостероиды, к которым относится гидрокортизон, которые используются конкретно в его случае, использовались в ходе лечения с одной стороны псориаза, кожных заболеваний, и с другой стороны ревматоидного артрита, при котором пациент получал в определенной дозировке препараты преднизолона, а также при астматических заболеваниях. Вот у него была группа людей, которые болели астмой, которые принимали, но не помню я, по-моему, сальбутамол в какой-то дозировке, что тоже фактически является глюкокортикостероидом, кортикоидами. И его идея, она заключалась вот в чем. Насколько важно для человека использовать глюкокортикостероид надпочечников, коры надпочечников. И он как бы подумал, или у него появилась гипотеза, можно ли это заменить таким же гормоном, который выделяется надпочечниками, который называется гиалуроновая кислота. И собрал группу людей и начал применять гиалуроновую кислоту. И оказалось, что в большинстве своем реакция человека на применение гиалуроновой кислоты в дальнейшем помогала заменить применение гидрокортизона. Таким образом, это создало где-то гипотезу такую. Почему? Потому что считалось до этого, что применение только гидрокортизона может помочь справиться с такими заболеваниями. И у него очень хорошие результаты. Они, конечно, не всегда показательные, но он говорит, дополнительно интересно было бы это рассматривать. Сейчас, видимо, они будут как бы использовать клинические какие-то испытания и так далее. Пробуют увеличивать или пробуют разрабатывать там большую дозировку гиалуроновой кислоты и так далее. Его вывод такой. Он говорит, что как бы это ни странно звучало, использование гиалуроновой кислоты и использование гидрокортизона является, или кортикостероидов, является фактически немного одинаковым, имеет немного одинаковый процесс. И он говорит, видимо, это связано с тем, что это все равно является гормоном коры надпочечников, и таким образом происходит вот. Также он там очень много говорит о том, что очень помогает мазь гиалуроновая, и применяя, допустим, мазь с гидрокортизоном гормональную при псориазе, были хорошие результаты. И вторая группа была, особенно там невзрослых людей, где применяли мазь вместо гормональной, использовали мазь из гиалуроновой кислоты. И вот он говорит, что эффект был аналогичный.
То есть в большинстве своем в группе, где состояли там по 500 человек, в группах, ну, не реагировали на мазь гиалуроновой кислоты только люди, у которых была там небольшая аллергия на саму гиалуроновую кислоту, а в большинстве своем организм реагировал. И вот его вывод, он звучит так. Группа ученых говорит, что гипотетически, если это окажется и будет подтверждаться клинически, то рекомендация по использованию больших дозировок гиалуроновой кислоты актуальна при лечении как ревматоидного артрита, так и заболеваний опорно-двигательной системы, кожных заболеваний и даже астмы. Таким образом, можно сказать, что также аутоиммунные заболевания, начиная там с ревматоидного артрита, заканчивая аутоиммунным, допустим, тиреоидитом и так далее. Я тоже считаю, что какая-то доля разума и какие-то, возможно, парадоксальные или гипотетические открытия, они вот таким образом и возникают клинически. Сейчас это исследуется, но мы можем уже какие-то выводы для себя примерить и уже понимать, что применение, допустим, преднизолона и гормональных препаратов надпочечников, они могут быть гораздо вреднее из-за наличия огромного количества побочных действий. И, конечно же, применение гиалуроновой кислоты абсолютно безопасно для человека и не имеет совершенно никакого ограничения. Именно поэтому я и сказал об этом. Что я предлагаю? Смотрите, при заболеваниях там, сустава, при заболеваниях кожи псориаз, применяйте перорально гиалуроновую кислоту высокой дозировки. Она у нас есть, мы продаем ее в компании. Также применяйте гиалуроновую мазь. У нас есть 80% гиалуроновой мази при заболеваниях, связанных с кожными заболеваниями, в случае, если у вас показано применять гормональные мази. Можете их совмещать между собой, так как этот врач или эта группа врачей говорит о том, что при совмещении, допустим, гормональной мази, соединяя или объединяя ее с мазью, сделанной из гиалуроновой кислоты с 80 и выше процентом содержания гиалуроновой кислоты, имели эффект, который был гораздо быстрее, имел быстрее влияние и имел более ярко выраженное действие. И вторая тема там у него была, это применение гиалуроновой кислоты совместно с ниацином аскорбиновой кислоты. И вот он говорит, что мы определили и добавляли в гиалуроновую кислоту ниацин аскорбиновой кислоты как стабилизация распада гиалуроновой кислоты в таблетке, что и используя какой-то там другой компонент, там я не помню, диоксид кремния или какие-либо премиксы. И оказалось, что использование как раз использование ниацина аскорбиновой кислоты, то есть по-другому одну из разновидностей аскорбиновой кислоты, помогло увеличить воздействие самой гиалуроновой кислоты перорально в десятки раз. И он говорит, и мы даже вот можем вас поддержать и сказать, что если у кого-то возникнет в дальнейшем идея или там кто-то захочет попробовать это, то может смело переходить к этому и в дальнейшем использовать совместное применение гиалуроновой кислоты и ниацина аскорбиновой кислоты. Где у нас или в каком препарате у нас находится ниацин аскорбиновой кислоты? Он у нас называется Бактомакс. Препарат называется Бактомакс, а гиалуроновая кислота в нашей компании так и называется, гиалуроновая кислота. Теперь по применению витамина D3 еще несколько слов. Также есть работа, которая утверждает, что применение или активное применение, длительное применение, увеличение дозировки применения витамина аскорбиновой кислоты влияет на парад гормон щитовидной железы и в дальнейшем может привести к появлению мочекаменной болезни. Именно поэтому уважаемый доктор Берг, который постоянно советует в большом количестве каждому человеку применять витамин D, который является разновидностью кальциевого соединения, входит в состав гормона паращитовидной железы, и это может ухудшить общее состояние в дальнейшем, в том числе привести к появлению мочекаменной болезни. Поэтому в случае, если у вас есть проблемы, связанные с оксалатами, проблемы, связанные с почками, проблемы, связанные с позвоночником, проблемы, связанные с щитовидной железой,
проблемы, связанные с атеросклерозом, с гипертоническим заболеванием сердца, с мочеиспусканием, с высоким креатинином. Запомните, ни в каком виде старайтесь без исследований не применять витамин D3 и любой витамин группы D, потому что это может быть чревато и в дальнейшем ухудшить общее ваше состояние. Надеюсь, я ответил. Сани, здравствуйте. Последнее время по утрам есть боль и скованность в пальцах рук, которая потом проходит. Начала принимать артрозин. Что порекомендуете? Спасибо большое. Когда человек просыпается и у него есть ощущение вот такой скованности, это скорее всего связано с двумя процессами. Это процесс оттока крови и притока крови, который должен перенести кровь через сердечную мышцу в коронарные сосуды и так далее. То есть это, как правило, связано в том числе и с... Почему утром это происходит? Потому что когда человек лежит на определенном боку, это приводит к тому, что происходит давление, за счет веса происходит сжатие сосуда. Возможно, в этом месте где-либо там шейной артерии или где-либо еще есть окклюзия или формируется стеноз. И первое, что необходимо сделать, это посетить все-таки кардиолога, провести исследование сосудов шейного отдела, сердечных сосудов и посмотреть, нет ли в дальнейшем, не являетесь ли вы человеком, у которого развивается активно атеросклероз. И второе, это неврологические проблемы, хронический, допустим, остеохондроз или заболевание позвоночника, возможно, там листос или заболевание там грыжа или что-либо еще. На это тоже стоит обратить внимание. А вот так сказать, что сделать, как убрать вот такую скованность, ну, знаете, я бы советовал, наверное, принимать на всякий случай препараты, которые могут помочь улучшить состояние крови. Какие это препараты? Это препараты аскорбиновой кислоты, это препараты аспирина, то есть это препараты можно кардиоаспирин, то есть одна таблетка на ночь кардиоаспирина. Есть, кстати, исследования, которые утверждают, что применение аспирина на ночь может ограничить и профилактировать в дальнейшем появление заболеваний карцинома кишечника. Но нельзя тем людям, у которых есть там повышенная кислотность желудка, язвенная болезнь желудка или язва двенадцатиперстной кишки, всем остальным людям, ну, это не вредно. И второе, в случае, если это нервное окончание, можно попринимать альфа-липоевую кислоту, потому что она очень хорошо воздействует как на миелиновую оболочку нервной ткани, так и на проходимость сосудов. Кстати, применяется вместе с рутином, применять и кверцетином. Кверцетин, рутин и альфа-липоевая кислота являются великолепными препаратами, которые улучшают состояние сосудов. В нашей компании есть отдельный препарат, который сделан из экстрактов растений, который называется гвардин. Я его разрабатывал как раз в ходе вот лечения таких или желания лечения таких вот проявлений. Также какие есть уникальные такие необычные методы, которые могут помочь? Уникальный необычный метод, о котором я говорю практически на каждом, вот в каждом таком выходе для людей, заключается в коврике Лепко. Перед сном, если у вас болит шейный отдел, в случае, если у вас головокружение, ощущение скованности в руках, лежите по 30 минут перед сном на коврике Лепко. Что это за коврик? Это обычная материя, на ней такие круглые пластмассовые пятачки, которые сделаны как небольшие волны, не очень острые, из пластмассы. И ни в коем случае не металлические, они должны быть пластмассовые. Человек должен снять верхнюю одежду и
вот этим квадратом спины до шейного отдела и до поясничного отдела, можно даже до крестцового отдела, ложиться на вот такой коврик, засекать время от 3 минут и можно даже до 30 минут. Никаких противопоказаний к этому нет, это совершенно не травмирует ни кожу, ни сосуды, ни нервные ткани, но действует, в общем-то, очень хорошо. Могу сказать, что я заметил у моих пациентов, которые обращались ко мне, у которых были нарушения сна, я могу констатировать, что применение перед сном вот таких ковриков восстановило в дальнейшем процесс засыпания. И очень рекомендую тем людям, у которых есть проблемы еще с парезами. То есть при перенесенном инсульте, там, при тетрапарезе или там, просто при парезе. Вот, рекомендую использовать тоже такие коврики. Я не знаю почему, но очень восстанавливает рефлексы, очень улучшается общее состояние. Также не забывайте, что аскорбиновая кислота является как раз тем веществом, которое активирует формирование миелинового покрытия нервных тканей, поэтому применение аскорбиновой кислоты при резких болях в конечностях, при артритах, при заболеваниях позвоночника очень-очень, прям приочень актуально и дешево и сердито. Поэтому пейте аскорбиновую кислоту. Руслана Грицай. Скажите, пожалуйста, как можно избавиться от перхоти и почему она появляется? С уважением, ваша ученица. Мое мнение заключается в том, что перхоть появляется как один из элементов проявления микозов. Микозы, они, как правило, попадают в наш организм и очень длительное время в нашем организме находятся, образуя всевозможные колонии, можно сказать. Что такое микозы? По-другому это грибы плесени. Как они появляются и где они берутся? Они, как правило, появляются при применении антибиотиков всевозможных. Сейчас есть синтетические антибиотики, они, кстати, до конца не изучены. И до конца сейчас есть очень много гипотез, которые говорят о том, что современные синтетические антибиотики, они могут ухудшать общее состояние, включая ЖКТ, включая инфицировать желудочно-кишечный тракт, инактивировать деятельность поджелудочной железы, влиять на функциональную деятельность легких, приводя в дальнейшем к развитию хронической легочной недостаточности. Говорят, что они являются инициаторами появления тяжелых заболеваний кожи, и говорят, что они могут являться инициаторами появления в том числе и перхоти на голове, а также там зуда в ушах и так далее. Я могу сказать, что я эту тему изучал в свое время, и она отличалась очень таким широким спектром, потому что дерматовенерологи, которые изучают данную тему, они до конца, в общем-то, не имеют одну теорию, и эта теория, она не объединена между собой. То есть от йодовой теории, то есть при гипофункции щитовидной железы очень часто появляется перхоть, так и при теории, когда у мужчины снижается или у женщины снижается тестостерон, это может приводить к тому, что перхоть. Также попадалась информация, где говорилось о том, что у большинства людей, у которых есть перхоть, есть проблемы с селеном, то есть минерал селен в их крови недостаточно в норме, и эта норма ниже, чем там бывает, ну и так далее. Я могу сказать, что мое мнение заключается в том, что во всем виноваты надпочечники. Я считаю, что уменьшение выделения гиалуроновой кислоты, ее выработка, которыми занимаются надпочечники, в дальнейшем приводит к тому, что появляется вот такая перхоть. Я знаю, что самый лучший способ избавиться от перхоти быстро, на протяжении всего лишь 1 недели, без дальнейших последствий и без дальнейшего возникновения данной перхоти, это применение гиалуроновой кислоты в виде раствора жидким, такой, чтобы было хотя бы 30-40%. Можно, кстати, в моей компании купить или в компании Мизони, моей компании. И такой есть у нас гиалуроновый флюид. И используя гиалуроновый флюид на протяжении 1 недели, перхоть исчезает. То есть теория смазывания, допустим, аппликации там, с йод содержащими компонентами улучшают на какое-то время. Там аппликации там, с селеном, это такие есть шампуни Head and Shoulders, там находится селен. То есть использование, ну и противомикозные всевозможные препараты имеют
короткий эффект. При этом применение гиалуроновой кислоты, первое, приводит к тому, что перхоть исчезает, второе, можно в ушах смазывать в случае, если зуд в ушах исчезает, в случае, если где-то опрелось или там допустим, гипердермия где-нибудь, то можно применять вот таким образом, ну и очень много таких вот нюансов. Я могу сказать, что это потрясающее открытие, оно мега великолепное. Я тоже применяю такое вещество. У меня очень начали сильно расти волосы. Волосы стали толстые, послушные, легко расчесываются, были тонкие, во все стороны расчесать невозможно было. Я использую один раз в день небольшое количество такого жидкого раствора гиалуроновый флюид. Я массажирую волосы и ложусь после чего спать. Утром расчесываюсь, волосы стали послушными, растут быстро, и к моей прямо колоссальной радости хроническая перхоть полностью исчезла. И я могу сказать, что также произошло у всех моих детей, у которых были какие-либо проблемки связанные. Также у моего племянника, у которого была детская, не знаю, как она называется, золотушность такая, которая постоянно на голове, и ее невозможно ни снять, ни соскрябать. Буквально 1 или 2 раза использовали вот этот гиалуроновый флюид для того, чтобы полностью очистилась кора головы, дерма головы, и у ребенка активность роста волос началась и так далее. Все это совершенно абсолютно безопасно, не имеет никаких противопоказаний, это совершенно безопасно для человека. Пользуйтесь, пожалуйста, в дальнейшем обязательно напишите мне спасибо в случае, если у вас есть такая проблема. Еще у ребенка был конъюнктивит. Обычно при конъюнктивите лечим там определенными препаратами. В этот раз решили использовать тоже гиалуроновую кислоту. Эффект от применения гиалуроновой кислоты был восхитительным. Конъюнктивит, ячмень, буквально там за, не знаю, 2,5 часа даже намека от него не осталось. Поэтому видите, что-то удивительное. Марина Ахмедгалеева. Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич. Что порекомендуете пить при рассеянном склерозе? Есть исследования, которые утверждают, что очень актуально, вообще, как появляется рассеянный склероз. Одна из таких есть гипотез. Она называется гипотеза, по-моему, Канта. И говорит о том, что наша мозговая деятельность, она устроена по принципу такому, который имеет определенные мосты. Они называются дофаминовые мосты. И при рассеянном склерозе как раз в норме находится мезолимбическая система, мезокортикальная система, но происходят изменения, которые связаны с холиновой системой. Для того, чтобы там дофамин в нейрон входил, необходимо, чтобы был курсор, который называется L, и L-холин, он не выделяется, за счет этого не поступает туда холин. И это происходит с нарушением некой ренин-аргининовой связи. Это в дальнейшем приводит к тому, что появляется заболевание Альцгеймера, Паркинсона, боковой амиоспатический склероз, ну и, к сожалению, рассеянный склероз. Происходит в дальнейшем формирование в тех местах, где L-холин не воспринимает, не выделяется, в этих местах происходит разрушение миелиновой оболочки и в дальнейшем демиелинизация. Что и характерно как раз к при формировании данных заболеваний. И обычно говорят, что это происходит за счет дефицитов. Каких дефицитов? Дефицитов минеральных соединений, это инфицирование ликвора мозга, это может быть на фоне каких-то очень агрессивных и быстрых аутоиммунных процессов, как во время колоссально быстрого похудения или во время развития атеросклероза, при перенесенном вирусном заболевании, ну и так далее, и так далее. И вот считается, что применение аргинина в дозировке, дозировка вычисляется таким образом, значит, оптимальную дозировку вычисляет исходя из 3 грамм на 100 килограммов веса. То есть берут 3 грамма на 100 килограмм веса, у нас получается дозировка 0,3
3 грамма, да? Ну вот получается, если 60 килограмм у человека, то его дозировка аргининовой кислоты или L-аргинина должна быть на протяжении дня не менее 1,8 грамма, то есть по-другому 2 грамма. Но может и быть больше. И вот они говорят, что применение данного препарата L-аргинин очень улучшает общее состояние, но если при рассеянном склерозе использовать дополнительно препараты меди. Препараты меди в моей компании — это препарат, который называется алгоцин. 1 чайная ложка на стакан воды 1 раз в день, желательно после приема пищи. И препарат L-аргинин нашей компании. Опять-таки, L-аргинин может быть использован только в определенной формуле. Это формула, которая имеет цитратную форму. То есть, по-другому, аминокислота L-аргинин, она стабилизирована нитратом, ниацином аскорбиновой кислоты. И таким образом имеет вот такую форму, и применение данного L-аргинина, оно более активно. То есть не в виде там пикалината или еще чего-либо. Таким образом можно сказать, что применение, если опыт, я знаю, есть еще очень хорошие есть исследования такие по применению кверцетина в ходе лечения рассеянного склероза. Также я видел такие работы применения бетулиновой кислоты при лечении рассеянного склероза и бокового амиоспатического склероза. Но свое мнение я не могу высказать, у меня нет возможности проводить какие-либо исследования, могу опираться только на публикации, поэтому такие публикации есть. Если опираться на них, то действительно есть такие гипотезы, требуют они, конечно, дополнительного исследования и доказательств, но тем не менее это подспорье для тех, кто находится в поиске и пробует каким-либо образом улучшить общее состояние. Но с моей стороны данные препараты уже есть. Бетулиновая кислота рекомендует при рассеянном склерозе 1 таблетка натощак утром и вечером в дозировке, вот, которая у меня есть. Применение кверцетина 1 таблетка 2 раза в день и применение алгоцина 1 чайная ложка на стакан воды, и применение L-аргинина, исходя из веса, он в порошке, исходя из веса 3 грамма действующего вещества на 100 килограммов веса. Можно рассчитать, и это будет минимальная оптимальная доза. То есть можно ли дозу увеличивать? Несомненно, дозу можно увеличивать, но так, чтобы она не превышала 6 грамм, потому что в дальнейшем может ухудшить состояние общее почек. По моему мнению, я считаю, что все проблемы все равно находятся прежде всего в желудочно-кишечном тракте, в бактериологическом нашем кишечном бактериобиноме или вот в этой, наверное, сублимационной системе нашего ЖКТ, которая имеет помимо имеет индивидуальный набор наших персональных бактерий и наших персональных инструментов, которые только нам соответствуют. Недавно я общался с такими людьми, они советуют принимать препарат, они его готовят уникальным способом, они берут, делают исследования, там, проводят исследования, делают забор из носоглотки, берут забор слюны и так далее. Выделяет при этом, помимо мурамидаза, выделяет наши оптимальные бактерии нашего желудочно-кишечного тракта, окрашивая их и выделяя здоровые. После чего делают посев в блюдцах Петри, и после чего делают это в виде, стабилизируют их, выращивая их как пищевое звено или одно из звеньев при выращивании гриба чайного, по-моему. И вот у них получается такой вот фермент, они делают из него экстракт, выделяют после этого и вот рекомендуют использовать в ходе
лечения желудочно-кишечного тракта. Но есть результаты, и действительно при применении данного вещества совместно с гиалуроновой кислотой у них получились очень хорошие результаты, по моему мнению. И есть даже хорошие результаты, такие как применение вот таких ферментов улучшило состояние психики, улучшило состояние сна, улучшило состояние, ну, в общем, не клинические испытания, а такие просто рекомендации для тех, кто вот улучшило состояние при гепатите, я там видел что-то, и улучшило состояние при артритах, при климаксе даже. Комфи. Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич, спасибо большое за ваши труды. Скажите, у моей дочери Елена стала болеть кожа головы, чем это можно ей помочь? Кожа головы очень часто болит при формировании кислородной недостаточности. Почему у девочки появляется кислородная недостаточность? Женщины, они агрессивно любят худеть. То есть у женщин очень частым явлением является ограничивание себя от употребления пищи. Это может быть синдромом, связанным с психиатрией или психологические аспекты иметь, развитие невроза, бессонницы или перегрузки физические или психические, что в дальнейшем может сказаться как на снижение, допустим, гемоглобина, так и формирование, в общем-то, какой-нибудь из разновидностей анемии. Это, в свою очередь, может приводить просто к обычному голоданию, и кислородное голодание в этом всем занимает ключевую роль. То есть недополучение белка, недополучение пищи, недосыпание, перегрузка, это все в итоге приводит к тому, что начинаются проблемы, которые связаны как раз с корой головного мозга. Один из синдромов голодания кислородного заключается в том, что у человека появляется ощущение болезненности кожи головы. Поэтому болезненность кожи головы, она должна проверяться следующим образом. При исследовании клинического развернутого анализа крови, вам необходимо посмотреть на исследование и посмотреть уровень гемоглобина, эритроцитов, посмотреть, в общем-то, все анализы. Ну и, конечно, если будут хоть какие-либо изменения в сторону пониженных эритроцитов, гемоглобина, вообще общего гомеопоэза, то обязательно обратить на это внимание. Каким образом лечить? Высокие дозировки аскорбиновой кислоты. Вообще сейчас у нее, если болит, начните ей давать обычную сладкую аскорбинку из аптеки. Только не та аскорбинка, которая ревит в маленькой дозировке, а та, которая сладкая вот в таких белых таблетках. Прям по 7 штук давайте ей один раз в день, раз в неделю. И вот эти симптомы, скорее всего, у нее исчезнут. Также посмотрите, нет ли у нее проблем сейчас, связанных с голоданием, с досыпанием, с недосыпанием, с переживанием, с неврозами. Возможно, дополнительно. Нет ли депрессии, не развивается ли у нее невротические состояния, может быть, там есть проблемы коммуникации или еще чего-либо. Постарайтесь понаблюдать за этим, спит ли она по ночам, нет ли у нее истощения, не болеет ли какими-то психиатрическими проблемами. Елена Кравчина. На роботі від кондиціонерів застудилася. Нежить і температура 37,5. Підскажіть, будь ласка, що робити? Что делать, если у человека происходит воспаление? Каким образом необходимо лечиться? Возьмите любое вещество, в котором находится спирт. Всегда помните, что спирт является великолепным антисептиком. Разведите этот спирт, полоскайте себе горло этим спиртом, сплевывайте. Далее, второе. Всегда помните, что йод участвует в убивании и быстром уничтожении бактерий, особенно носоглотки. Поэтому люголь и смазывание носоглотки люголем — великолепное средство. Третье. В случае, если у вас горло болит, существует целый ряд препаратов, такие как Колдрекс, в котором находятся противовоспалительные вещества. Также негормональные противовоспалительные вещества или препараты, они могут помочь. Противовоспалительными являются, можно, кстати, препараты с большим количеством лизоцима или мурамидазы. Это препарат Лизобакт, допустим, который продается в аптеке, Лизам. И их можно использовать. Великолепные средства. Шея болит в случае, если простудились, что делать? Если болит шея от того, что простудились, натрите обычным камфорным маслом. Оно очень эффективное, очень помогает. Ингаляции с водой и водкой
тоже очень помогает. Из народных средств самое лучшее — это полоскание таким активным и очень крепким заваром ромашки. Почему? Ромашка является мощнейшим антисептиком и даже превосходит по своему антисептическому действию действие спиртов. Кстати, в Италии в свое время настой ромашки, очень крепкий такой настой ромашки, использовали в ходе лечения чумы. И были хорошие результаты в начальных стадиях инфицирования. Почему? Потому что ромашка имеет очень ярко выраженное антисептическое действие. Татьяна, доброго времени суток. Андрей Андреевич, очень нужны ваши рекомендации. Второй год болею двухсторонней тугоухостью и болезнь Меньера, понял. Доктора отказались меня лечить и советуют аппарат. Если вам сейчас ухудшает это общее самочувствие и однозначно мешает правильной коммуникации, то аппарат нужен. Смотрите, когда вы оденете аппарат, это не говорит о том, что вы себя предали и не хотите лечиться. Также я хочу сказать, что привыкание к аппарату у вас не возникнет. Также в случае, если заболевание будет идти и его будет не прогрессировать, а будет идти вспять, то вы всегда можете аппарат снять и в дальнейшем его не использовать. Поэтому применение аппарата все-таки я считаю актуальным. Маша, закрой двери. И применение, спасибо, Дудь. И применение такого аппарата я считаю актуально и прямо гарантирует ваше улучшение самочувствия. Можно ли что-то делать? Одна из причин формирования болезни Меньера на сегодняшний день является грибковое поражение уха. Но бывают другие поражения уха. Но на сегодняшний день говорят, что в действительности очень часто именно грибковые поражения уха приводят вот к тугоухости и появлению данного заболевания. Есть исследования гистологические, есть целые работы написаны, которые чуть ли не открытием говорят о том, что это грибок, и что если бы раньше начали это все, на это обращать внимание и так далее. Грибки тоже разные бывают, но есть два уникальных средства, которые могут справиться с грибками в ушах. Кстати, вот гиалуроновая кислота, я сегодня о ней говорил, но не будем ее в ухо пихать. Поговорим сегодня, знаете о чем? О вот таком средстве. Сейчас я посмотрю дозировки. Это применение обычного бетадина. Просто обычного бетадина. Обычный бетадин вот в такой пропорции, в которой он продается, может очень существенно улучшить состояние внутреннего уха. И, как показала практика, не нужно далеко смазывать бетадином жидким. Можно прямо поверхность или раковину, просто перед каждым сном. Если это воспалительные процессы, если это процессы, связанные с микозами, то бетадин способен это победить. Поэтому бетадин 10% раствор, покупайте 100 мг или 50 мг и каждый вечер смазывайте ушной проход и верхнюю часть раковины уха. Также за ухом можно тоже смазывать. Это совершенно безопасно, не происходит воспалительных процессов никаким образом, не происходит поражения, даже не происходит гипердермия. То есть все в порядке, можно смело пользоваться. Но аппарат нужно покупать.
Вероніка Грановська. Підскажіть, будь ласка, як можна допомогти моєму синові Тимофію, 20 років, краще себе почувати та покращити його концентрацію? В якому напрямку йому далі вчитися? Вдячна. Ну вот в каком напрямку дали вчитися, как бы не очень корректный вопрос по отношению ко мне, потому что сейчас у нас идет семинар, который называется у нас «Семинар здоровья». Согласны с этим? А уж предсказывать судьбу, наверное, этот вопрос нужно задавать мне в пятницу. Но я хочу вам сказать, что если у ребенка в 20-летнем возрасте происходит торможение концентрации, то это нормальное и естественное состояние. Почему? Потому что такой ребенок постоянно подвергается увеличению гормонального фона. Как правило, тестостерон, он же приводит к адреналину. Адреналин мешает правильному функционированию вот этих областей мостов нашего дофамина и приводит вот к таким дальнейшим проблемам. Что необходимо делать? Я считаю, что необходимо дополнительно давать ребенку гамма-аминомасляную кислоту и препарат Поставит моей компании. Также Мнемонорм. Гамма-аминомасляную кислоту, Поставит, Мнемонорм, можно еще мелатонин в ночное время, 40 мг. То есть на ночь одна таблетка мелатонина, во сколько бы он ни ложился спать, будет высыпаться. Магний можно ему дать любой аптечный, в любой дозировке, это совершенно безопасно. Также ему необходимо давать гамма-аминомасляную кислоту, она поможет ему, особенно в вечернее время, она поможет ему справиться вот со стрессовыми ситуациями, связанными с гормональными перепадами. И Поставит, препарат, который сделан из экстрактов растений, который имеет такое мягкое, очень нежное выраженное действие, подобно очень мягкому такому нейролептику. Светлана Рыхтик. Андрей Андреевич, скажите, у меня часто ячмень, не спасаюсь вашими рекомендациями, чтобы не появлялись. Для того, чтобы ячменя никогда не появлялись, возьмите мой препарат, называется Гемортан. 6 таблеток на ночь, первый день приема, и в дальнейшем по 2 таблетки 3 раза в день на протяжении 1 месяца. Вот приняв 1 месяц данные препараты, вы на несколько лет забудете, что у вас были когда-либо конъюнктивиты. Это действительно так работает, очень рекомендую. Лёла. Здравствуйте. После падения не проходит скованность в пояснице, а нужно ехать на заработки. Еще болит жевательная мышца с одной стороны, больно жевать. Подскажите, что случилось со мной? Спасибо. Ну, видимо, это связано с появлением гематомы в этом отделе. Как справиться с гематомой? С гематомой поможет справиться обычный нашатырный спирт. Возьмите нашатырный спирт, приложите в виде аппликации на месте появления гематомы. Если не хватает денег на нашатырный спирт, возьмите обычный винный или яблочный уксус и салфетку приложите к месту гематомы. Ну, очень это все хорошо работает. И по поводу скованности в пояснице при падении, связано это со травмой, скорее всего, забили вот так. Ну и можно антикоагулянты какие-либо там мягкой формы попринимать. Ну, самые простые, там рутин, аспирин можно попринимать. Ничего плохого не увидел, к радости. Людмила Білик. Андрій Андрійович, допомогти моему сыну с пивным алкоголизмом. Возьмите обычный ячмень, варите его в кожуре не менее 3-4 часов. Каждый день давайте вот этого ячменя сваренного в виде юшки такой, можно дольше, кстати, варить, давайте ему пить 50 грамм. 50 грамм утром, 50 грамм вечером. Также обязательно давайте ему сорбент. Если человек начинает принимать сорбент, почему пьют? Пьют, потому что утром плохо, и потом целый день ждут, когда похмелятся. Если человеку давать сорбент, то утром неплохо. Очень рекомендую принимать сорбент, который называется жидкий сорбент каолин, или ксилокс, о котором я сегодня говорил, он же антитокс драй. И тот препарат смело принимайте. Также не забудьте о вот этом ячмене. Еще в свое время знаменитый Гиппократ, которого обзывали в Италии как человека, лечащего ячменем. Маша, Мария, открой ей двери. Спасибо, Дотя. Пусть выйдет собака. Собака же стоит. И что ты босиком? А ну одень быстро что-то на ногу. И лечение ячменем вот таким жидким действительно может помочь избавиться от таких проблем.
Да, может быть. Пивной алкоголизм самый тяжелый. Он самый распространенный и такой очень болезненный. Гинкобилоба, я когда-то читал исследования и говорилось о том, что гинкобилоба помогает справиться. Очень хорошие есть результаты при применении высокой дозировки магния. В моей компании есть препарат Magnum Cit 300. Если принимать по 1 столовой ложке 2 раза в день и Ксилокс по 2 таблетки 3 раза в день, я думаю, что прямо сформируется стопроцентное нежелание применять алкоголь в дальнейшем. Лидия Бранденбургер. Здравствуйте, Андрей Андреевич, меня зовут Лидия. Помогите хотя бы 1 неделю поспать, буду очень признательна. Если у человека происходит нарушение сна, это, как правило, связано с определенным психиатрическим заболеванием. Оно имеет название, его можно лечить. Чем лечится? Применением нейролептиков. Если применять нейролептики и применять в зависимости от поставленного диагноза, то сон возвращается, и человек полноценно начинает себя чувствовать. Вот так помогите, не получится. Я, к сожалению, не бог и щелчком пальца помогать людям не умею. Чем можно помочь моему сыну Владиславу? У него постоянный кашель уже длительное время. Все обследования, анализы в норме, медикаменты не помогают. В случае, если у человека все исследования, анализы в норме, это говорит о том, что необходимо сделать рентген, чтобы исключить наличие хронической легочной недостаточности. В случае, если вы рентген делали, то остается только кардиология. Необходимо проверить его кардиограмму и провести исследования, потому что очень часто наличие заболевания, которое называется заболеванием сердечная астма, может провоцировать покашливание. Есть еще второе заболевание, оно называется астматическое заболевание. И, как правило, астму мы не замечаем на рентгене, совершенно в ранних формах. Совершенно не обращаем на нее внимания, эти покашливания они могут быть хронические, но лечение астмы у нас как бы одно и то же, знаете, это применение глюкокортикоидов и применение их в виде вот таких спреев, там сальбутамола, астмопента или там биротекса и так далее. И применение при заболеваниях, допустим, если астматического заболевания, вообще очень хорошо было бы обратиться не к анализу крови, знаете, а к пульмонологу и кардиологу. И тогда вот эти врачи вам бы поставили наверняка диагноз. А так все анализы в норме, вы ни о чем сказали сейчас. Я бы нашел. У дочери рак шейки матки, все удалено, бедненькая. Прошла 3 курса химиотерапии плюс ряд радиооблучений. Все время держится температура. Какие ваши препараты помогут? При получении радиотерапии у человека должна быть длительное время температуры. Таким образом, иммунитет, он поддерживает активность. Конкретно какие клетки иммунитета поддерживают активность, за счет которых повышается температура? Это белки иммуноглобулинов. Они могут стимулировать повышение температуры. Это могут быть Т-киллеры, Т-хелперы, даже цитокины. Это все может приводить к появлению воспалительных процессов, и такому биоокислительному процессу в организме, что может повышать температуру. Мой совет: не торопитесь снижать температуру и не торопитесь принимать противовоспалительные препараты. Тогда эффективность вот такой радиотерапии будет лучше. Не нужно снижать температуру, если она даже будет держаться 1 месяц, пробуйте ее просто снимать, не принимая ничего дополнительно. Ничто не могу вам порекомендовать. Не хотелось бы вмешиваться в общую терапию, которая проводится. Во-первых, она достаточно контролируемая и объясненная. И, скорее всего, тот врач, который вас ведет, наверное, больше может вам рассказать, чем я, о том, почему температура держится и с чем это, в общем-то, связано. Мои препараты, по-любому можно принимать сорбенты. Вот по-любому можно ксилокс, можно жидкий сорбент каолина принимать. Это хуже не сделает, наверняка улучшит ее общее состояние, вот наверняка. Дочери ходят, гуляют, мешают мне вести трансляцию. Да, дочери? Не? Тамара. Сыну сделали операцию, удалили 58 лимфоузлов 6 месяцев назад.
дренаж, не зарастают стенки. Будет ли выздоровление? Будет, да. Ирина Баранова, подскажите, пожалуйста, стал исходить какой-то металлический запах, что это? Считается, что если человек пахнет металлом, у него есть проблемы легких. Поэтому обратите внимание на это, может быть там формируется какое-либо заболевание легких, сходите, сделайте рентген, покажите рентгенологу, пусть он напишет, и покажите после этого терапевту, и уже в случае, если направит в дальнейшем там пульмонологу или, не дай бог, фтизиатру. Александр, подскажите, занимаюсь спортом, иногда присутствует ноющая боль в локтях. Начал носить бандаж, легче стало, можете что-то посоветовать? Очень частое явление при нагрузках разрушения сустава. Если происходит разрушение, надрыв связок, разрушение суставов, то начните принимать гиалуроновую кислоту, коллаген, начните это делать, аскорбиновую кислоту, даже янтарную кислоту. Это поможет восстанавливать суставы. Также не нагружайте их, потому что это чревато дальнейшим разрушением. Также это говорит о том, что, видимо, процесс реабилитации после таких нагрузок недостаточно длительный. Но вы же не готовитесь к Олимпийским играм, вам не нужно же там победить кого-то. Старайтесь уменьшить нагрузки, не делайте временно нагрузки на локтевые или там плечевые суставы. Не торопитесь, спортом занимаются медленно, и спорт — это место здоровья прежде всего, а уж точно не разрушение нашего физического организма. Поэтому аккуратнее с этим. Вообще могу сказать вам, что самое важное в спорте — это участие. Не делайте огромных нагрузок. Если вам больше 40 лет, вы никогда не занимались профессионально спортом и не было у вас там сумасшедших нагрузок, то не делайте быстро. Почему связки рвутся? Почему происходит разрушение суставов? Это происходит потому, что силы есть, а опорная и связующая система опорно-двигательного аппарата не готова к этому. Почему? Потому что длительное время не использовалось, нагрузок очень больших не было, а мышцы оставили у себя мышечную память. Вы приходите, мышцы могут понимать, а связующий аппарат не может, потому что у него-то памяти нет мышечной. Поэтому и происходят в дальнейшем вот такие ЧП. Также не забывайте о массаже, о том, что нужно ходить периодически в сауну. Не забывайте о том, что человеку нужно разогреваться. И однозначно на пути к развитию мышечной мускулатуры старайтесь не идти по поводу больших весов, а начинать с широкоамплитудных, медленных упражнений с активным дыханием, как бы нагружая и прежде всего воспитывая свою опорно-двигательную систему, хрящевую костную ткань, воспитывая и создавая для нее предпосылки именно ее развития. Поэтому не над протеинами необходимо работать, а над коллагенами, над хондроитинами, глюкозаминами, над гиалуроновой кислотой, которая входит в состав связующего аппарата и синовиальной жидкости, ну и самого покрытия сустава. А так появляется у вас там в дальнейшем синовит или даже развивается артроз. Сын Богдан 15 лет не набирает вес, худой, как в народе говорят, как утка после еды в туалет. Да, я уже сегодня об этом говорил, необходимо принимать пепсин, необходимо принимать ксилокс. Таким образом сможете вывести. Почему так происходит? Он и не будет набирать пока. Потом он вырастет, и у него появится, помимо того, что он худой, появится очень много жира. И будет вот худой мальчик с большим жирным животом. С чем это связано? Предварительно в начале вебинара я рассказал. Если эта информация вас заинтересовала, и вы немного позже пришли и не поняли, о чем я говорю, перейдите в начало вебинара, и я там широко освещаю данный вопрос. У меня грыжа в желудке, изжога. Подскажите, правильное лечение назначили, пить постоянно асомепразол 40 мг. Очень ценны ваши советы и помощь. Я считаю, что применение сульфасалазина или омепразола не смогут вас избавить от изжоги, что бы вы ни делали. Я считаю, что это тупиковое состояние. Можно ли использовать мои препараты, чтобы вылечить? В случае, если энтероколии нет у вас,
И в случае, если вы принимаете сейчас омепразол и вам не помогает, то, скорее всего, это связано с тем, что лечат неправильно. Что, по моему мнению, может вам помочь? Запоминайте. Принимайте мой препарат, который называется Ксилокс, по 2 таблетки 3 раза в день. Экстракт железняка по 1 таблетке 3 раза в день. Дальше сорбент, который называется Антитокс Драй, 1 чайная ложка на стакан воды 2 раза в день. Пейте как можно больше теплой воды на протяжении дня, 1, 2 или даже 3 стакана. Также принимайте препарат для печени Бетулин по 2 таблетки 3 раза в день. И принимайте препарат для поджелудочной железы Панкрисор. Его, кстати, можно заменить любыми ферментами поджелудочной железы, даже подойдут высокие дозировки криона. Если вы будете все правильно делать, данной проблемы не будет. Если есть еще при этом диарея, пепсин, а если есть запор, то дополнительно принимайте препарат Франгул чай. Валентина Рынде. Здравствуйте. Я выравнивала спину упражнениями, зарядкой, но появились боли в шее и в левом плече. Никакие упражнения не помогают. Что я делаю не так? Вы должны знать, что у нас есть атрофированная мышечная, не мышечная, а связующий аппарат. То есть это связки. Это места крепления костной системы мышечных тканей. Они обычно с годами становятся деградированными. Из чего они состоят? Они состоят из коллагена, из хондроитина, глюкозамина, и они состоят из гиалуроновой кислоты. Когда человек начинает активные занятия, тянется и так далее, то поражается и разрывается вот этот связующий аппарат. То есть мышцам хорошо, но наши связки эти все, они очень травмируются. Особенно в большом или взрослом таком красивом возрасте. Поэтому как восстанавливать? Первое, ограничение физических упражнений. Второе, начать принимать хондроитин, глюкозамин, коллаген, гиалуроновую кислоту. То есть принимать это по 1 таблетке 2 раза в день. Где приобрести эти препараты? Можно приобрести в моей компании, можно приобрести не в моей компании, а в своей стране проживания, где вы находитесь. Главное направление, что это у вас есть. В случае, если такие боли у вас возникают, вы должны знать, что успокоить поможет обычный коврик. То есть лежите побольше, ограничивайте себя в упражнениях. В случае, если за счет упражнений у вас появилась где-либо боль, то можете дальше поставить тире и сказать себе, дополнительные упражнения ухудшат ваше состояние. А еще, никогда в своей жизни не занимайтесь никакими физическими упражнениями на голодный желудок. Это проверено 100%. Если у вас понижен сахар, эластичность ваших сосудов, эластичность ваших вен, эластичность ваших тканей мышц, эластичность ваших связующего аппарата уменьшается. Поэтому никогда не разрешайте себе заниматься физкультурой и спортом, даже растяжкой, даже йогой. Никогда, ни в коем случае на голодный желудок. Я занимался йогой когда-то очень долго. И вот даже находясь в Индии, когда утром просыпались там, в 5 часов и так далее, то занимаясь йогой, нас обязательно поили зеленым чаем с молоком и маслом. И я говорю, для чего? Он говорит, для того, чтобы суставы смазать. И говорит, никогда в жизни не занимайся. И была история с этим связанная. Было много историй с этим связаны, истории плохих, когда человек, занимаясь йогой, очень вредил себе, и до того момента, пока я ему не сказал, ты на голодный желудок, он говорит, да, съедай кусочек масла, а желательно там масло кхи. Вот идешь заниматься, съел его, рассосал и иди занимайся. А так, организм он очень сложный. Так, после сна у человека обычно, или там на голодный желудок, очень большое количество мочевой кислоты находится в крови. После спорта мочевая кислота, она ограничивает, делает мышцы неэластичными. Это все ухудшает состояние. А как ее выводить? Но она должна в ходе метаболизма цикла Кребса выводиться. Она накапливается. Ну, много там нюансов вообще.
Подскажите, чем... Ой-ой. Смотрите, еще есть прямо 100 ваших вопросов, и они все чрезвычайно интересные. Но я, к сожалению, не могу больше продолжать проведение данного вебинара, потому что видео больше 1 часа 15 минут не смотрят. Поэтому мой маркетолог сказал мне, что все мои видео должны быть до 1 часа 15 минут. И мы уже переходим эту границу. Я надеюсь, вам понравился мой сегодняшний вебинар, который посвящен был здоровью. Здоровым быть легко поможет вам легко. О чем мы сегодня говорили? В самом начале я говорил о том, как питание может помочь справиться с заболеваниями, мочекаменными заболеваниями почек. Как сорбация нашего кишечника связана с аутоиммунными заболеваниями, насколько может быть вреден витамин D3. Также я рассказывал, что, по моему мнению, может быть альтернативой при лечении и замене препаратов глюкокортикостероидов. Также были советы, которые были связаны с заболеваниями вирусными, носоглотки и заболеваниями, связанными с желудочно-кишечным трактом. Обязательно следите за собой. Ссылки на мои препараты я постараюсь оставить у себя в описании под данным видео. Обязательно переходите к описанию к данному видео, и вы сможете связаться с операторами, которые с удовольствием ответят на ваши вопросы или свяжутся со мной для правильного написания и рекомендаций по применению моих препаратов в ходе лечения. Наша компания не работает с компаниями, с людьми, которые находятся на территории Российской Федерации и Белоруссии. И никаким образом мы не принимаем ни деньги, не отправляем ничего и так далее. Мы работаем со всеми остальными в любой стране, кроме арабских стран, там Дубай и Сирия, там Палестина, и Ирак, и Иран. С такими странами мы не работаем, потому что запрет в нашей стране. Со всеми остальными странами сейчас у нас есть прямая почта, мы отправляем. Доставка в Берлин у нас прямо вот с завода в Берлин 1 сутки, в Италию 1 неделя, ну и так далее. То есть все сейчас очень быстро, все это можно заказывать, можно, не обращаясь к операторам, самим перейти и выбрать для себя свой необходимый препарат, или необходимый, или нужный, или почитать где-либо о нем в интернете, посмотреть, есть ли какие-либо исследования, изучить тему, после чего выбрать для себя нужную и дозировку, и нужное время применения, и так далее. Будьте здоровы, друзья, я всем этого желаю. До свидания. Так.